Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Обязательно просмотрите это видео и избавьтесь от этих вещей и предметов, которые несут разрушительную и негативную программы в ваш дом и вашу жизнь. Просмотрев это видео, вы поймете, почему именно эти вещи и эти предметы несут в вашу жизнь проблемы, неприятности и беды. Далее более подробно смотрим до конца. Всем приятного просмотра. Каждая вещь, которая находится в нашем прекрасном доме, имеет свою энергетику. И очень важно, чтобы нас окружали только вещи с положительной энергетикой. Так как если в нашем окружении находятся вещи, которые излучают негативную энергетику, то со временем, к сожалению, это все накапливается и начинает отражаться и сказываться на нашей жизни. Наша жизнь начинает наполняться неприятными событиями и притягивать различного рода неприятности. Также, находясь в доме, вещи, которые излучают негатив, портят особую энергетику, и у тех, кто в нем живет, начинается упадок сил. Постоянно люди находятся в плохом настроении, ощущается апатия, появляются постоянные ссоры, скандалы, выяснение отношений, даже появляется плохой сон и бессонница. Хочется даже людям, у которых вот постоянно какой-то негатив, постоянно что-то не так, люди хотят постоянно открывать даже окна, даже на подсознательном уровне они понимают, что им нужно запустить потоки положительных энергий. И вот такие люди очень сильно ощущают это все на энергетическом уровне. Поэтому, чтобы до этого всего не допускать, нужно внимательно следить за энергетическим фоном своего дома. Вовремя избавляться от различных старых ненужных вещей и предметов. И не забывайте вовремя проводить энергетические чистки. Поэтому, если в вашем доме есть что-то из того, что мы сейчас вам скажем, перечислим, срочно избавьтесь от этого, пока не принесли вред энергетике своего жилья, а также вред членам вашей семьи. Итак, давайте начнем с посуды. Посуда, которая имеет трещины, имеет сколы, потертости, это все нарушает целостность вашей жизни, потому что если нет целостности рисунка, нет целостности что-либо связанное с посудой, это опасно. Когда такое происходит на тарелках, нарушается целостность. И такая посуда начинает притягивать к вам постоянные проблемы с деньгами, которые вроде как закончились с одной стороны, но снова начинаются и снова, так как круг – это цикличность. Поэтому сразу избавляйтесь от таких вещей, пока бедность не стала вашим спутником. Кто-то сейчас скажет о том, да все это брехня, ерунда. Вон я ем с посуды ужасной, разбитой, со сколами, и ничего в жизни не происходит. Неужели вам самим, во-первых, приятно есть с такой посуды? Неужели вы сами себя не уважаете, не цените? Это раз. А во-вторых, знаете, как говорят, беда не приходит одна. Все накапливается постепенно, шаг за шагом, и это приводит к определенным последствиям. Не всегда именно это у вас должно быть. Может быть, у кого-то из членов семьи, может быть, у ваших близких родственников, с которыми вы тесно по энергетике связаны. И после этого возникает вопрос, а что же делать? Но давайте сначала мы не будем философствовать, а начнем делать то, что нужно делать, чтобы в нашем доме всегда были потоки только положительных энергий. Далее чашки, тарелки, все, что не в паре, также не должны находиться в вашем доме. Такие вещи притягивают постоянные ссоры и скандалы в ваш дом, которые с каждым разом такого пользования такой посудой будут только увеличиваться и в результате зайдут настолько далеко, что могут привести к сильным семейным раздорам и даже к разводу. Поэтому не рискуйте и оставьте в доме только то, что имеет пару. Даже если вам подарили когда-то набор посуды и у вас осталось буквально 3 чашечки,
или одна чашечка, и у вас нет пары именно, то избавляйтесь. Понимаете, когда вы жалеете что-то, вы запускаете негативные процессы в свою жизнь. Сегодня вы чашечку пожалели, завтра тарелочку, завтра вы еще какую-то вещь пожалели, а это все притягивается и накапливается. Поэтому все вещи, которые без пары, нельзя держать в доме. Поэтому распаковкам перчаток, носков также не место в вашем доме, так как это будет притягивать проблемы именно в семье. Если у вас в вазах стоят искусственные цветы, избавьтесь также от них, потому что они мешают передвижению энергии по дому, а сами только притягивают негатив, который из-за того, что энергии не обновляются, будут разрастаться и заполнять ваше жилье все больше и больше, что в результате приведет к энергетическому застою и различным неприятностям всех жильцов этого дома. То же самое касается и сухих цветов. Их также не должны они быть в доме, потому что они излучают достаточно сильную негативную энергию и своим нахождением в вашем доме будут нарушать вашу энергетику, чем приносить вам только вред. Запомните, чтобы этого всего избежать, заполняйте свой дом только живыми цветами, которые способны притягивать счастье, удачу, увеличивать потоки светлых энергий в ваш дом. Благодаря этому у вас точно будут происходить только приятные события. Далее, шапки, которые лежат без дела, они также способны притягивать различные неприятности, так как они напрямую контактируют с самыми сильными энергетическими источниками их владельцам – волосами. И, соответственно, они напитываются вот этой сильной энергией. А когда лежат и вы их не используете, они начинают притягивать негатив и этим приносить неприятности в жизнь своего владельца. Причем неприятности могут начинаться абсолютно во всех сферах жизни у такого человека. Поэтому избавьтесь от них. Но если вы не готовы, то хотя бы разорвите вашу с ними энергетическую связь. Возьмите щепоточку соли, возьмите веточку лаванды, все это смешайте и насыпьте в вашу шапку. Потрусите хорошо и проговорите следующие слова. Свою энергию с этой вещички убираю, ее без энергии оставляю. Затем вытрусите все из шапки и можете ее дальше хранить или продать, но вреда она больше будет точно вам не принесет. Далее, что еще не нужно держать в своем доме? Поломанные расчески, гребешки, заколки, броши и так далее. Также тотчас же выносите из вашего дома и выкидывайте подальше. Это очень сильные энергетические вещи. Когда они сломаны, они излучают очень сильный разрушительный негатив, который способен изменить вашу жизнь, к сожалению, не в лучшую сторону. Возьмите за простое правило, если что-то сломалось и не подлежит ремонту, сразу выносите это из дома. Не жалейте о таких вещах, так как починить их уже невозможно и использовать в таком виде также. То же самое касается и вещей, которые вышли из моды или стали малы для вас. Жалко выкинуть, продавайте, а взамен покупайте себе то, что доставит вам действительно положительные эмоции. Помните, как только вы избавитесь от старых вещей, вы сразу ощутите, как станет вам легче дышать. Улучшится ваше настроение, начнет происходить много положительных и приятных моментов в вашей жизни. Так будет происходить из-за того, что вы освободили место для поступления чего-то нового в свою жизнь. Когда вы очистите, обязательно создайте магнит для удачи, денег, счастья и благополучия. Для этого возьмите большое красное яблоко, разрежьте его пополам, зажгите денежную свечу и залейте ней всю серединку яблока. Затем на одну половинку положите желтую монету самого большого номинала, лавровый лист и 3 горошинки черного перца. Затем сложите 2 половины вместе и обмотайте их плотно зеленой ниткой. При этом проговаривайте такие слова: благополучие, деньги, счастье, достаток приманю, свою жизнь укреплю. От себя не отпущу, жизнь свою этим всем наполню.
Затем откусите от этого яблока, а остальное вынесите на улицу и оставьте под кустом или деревом. Если у вас есть водоем недалеко именно от вас, киньте это все в водоем. Ваша жизнь после проделанной практики существенно изменится. Вы точно всегда будете счастливы, богаты, успешны. Главное, друзья, не лениться и проводить эту практику. Проверять те вещи, которые находятся в вашей квартире или в доме. Не нужно мусор нести в свой дом. Не нужно быть плюшкиными. Не носите, отдайте, продайте, вынесите. Не надо. Энергетика застаивается, а это приводит к определенным последствиям, которых, возможно, вы многие не видите, потому что все сначала происходит на энергетическом плане. Вы должны понять, возьмите любую цель, которую вы ставите. Вы ставите сначала ее в голове, вы ее визуализируете, пишете план и начинаете действовать. И ваша цель постепенно, не спеша материализуется. Вот так же самое с любой энергией. Любая энергия – это сила. И когда она разрушительная, когда она негативная, она намного сильнее и мощнее, чем положительная. Помните об этом. Иногда приходится больше потрудиться, вложить энергии, сил, здоровья для того, чтобы убрать вот эту деструктивную энергию. Помните об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.